13 апреля в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов межгосударственной премии «Звезды Содружества». Эта премия ежегодно присуждается за крупный вклад и достижения в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности, способствующей межкультурному сотрудничеству стран Содружества. Я убежден, что культурные и научно-образовательные связи не менее важны, чем экономические. Ведь это сфера, где у нас практически нет никаких препятствий и барьеров, а искреннее стремление наших граждан, наших народов всегда поддерживалось и поддерживается политической волей руководства наших стран. На мой взгляд, развитие гуманитарных связей является необходимым условием для углубления интеграционных процессов на пространстве СНГ. Я искренне рад возможности поприветствовать президента фонда имени Гейдара Алиева, госпожу Мехрибан Алиеву. Она дает много сил, энергии, душевной теплоты во имя укрепления общечеловеческих ценностей, во имя дружбы и взаимопонимания между нашими странами и между нашими народами. За выдающийся вклад в развитие гуманитарных связей и широкомасштабную благотворительную деятельность в Содружестве независимых государств премия вручается Мехрибан Ариф Гызы Алиевой. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Прежде всего я хочу выразить глубокую признательность Межгосударственному совету и Фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ за присуждение мне премии «Звезды Содружества» и за столь высокую оценку моей деятельности. Я расцениваю это награждение как признание заслуг современного Азербайджана и значительный вклад моей страны в дело укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами и народами. Очень важно, что в период становления наших стран как независимых государств такие положительные тенденции, как добрососедство и сотрудничество, были сохранены и укреплены. Как вы знаете, Азербайджан географически располагается в центре Евразии. И уже много веков наша страна совмещает в себе и несет в себе следы многочисленных культур и цивилизаций. Мы всегда заявляем о своей готовности содействовать гуманитарному сотрудничеству и диалогу. И наша столица Баку является уже сегодня одним из центров по межкультурному диалогу, подтверждением чему служат ежегодно проводимые в Баку международные конференции, форумы, посвященные этой актуальной теме. В прошлом году в Баку прошел первый совместный российско-азербайджанский гуманитарный форум, который впоследствии трансформировался в ежегодный международный гуманитарный форум. Дорогие друзья, очевидно, что в сложном, непростом и противоречивом мире, в котором мы живем, порой не хватает простого понимания, терпимости, уважения. На мой взгляд, укрепить доверие, найти понимание, создать механизмы решения накопившихся проблем возможно только сообща и опираясь на такие вечные общечеловеческие ценности, как нравственность и духовность, гуманность и человечность, вера и сострадание. И, конечно, усиление, укрепление гуманитарных связей, культурных контактов, масштабные проекты в области образования, науки, культуры, так же, как и укрепление экономических связей, способствуют стремлениям наших стран к миру и процветанию. Межгосударственная премия «Звезды Содружества» в области гуманитарной деятельности присуждена руководителю научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Российской академии медицинских наук, президенту Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»,
Лео Антоновичу Бакерия, Российская Федерация. Лео Антонович Бакерия, крупный ученый, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, руководитель научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, создатель Отечественной школы кардиологов. В течение 8 лет он является президентом Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Лео Антонович активно сотрудничает с ведущими кардиоцентрами и институтами стран СНГ. Под его руководством налажена постоянная телемедицинская связь с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном и Украиной по консультированию наиболее тяжелых больных. Господин Бакерия награжден многими престижными российскими и зарубежными наградами, является членом целого ряда отечественных и иностранных профессиональных ассоциаций и объединений. За выдающийся вклад в развитие кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии и большую благотворительную работу на пространстве Содружества независимых государств премия вручается Лео Антоновичу Бакерия. Глубокоуважаемый Сергей Евгеньевич, дамы и господа, вы знаете, присуждение этой премии окунуло меня в годы молодости, когда мы все были вместе. И вот эти 2 дня, это ощущение все время остается со мной. Я очень хочу поблагодарить наше правительство, которое оценило усилия научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» в укреплении здоровья людей и в увеличении продолжительности жизни. Еще раз большое спасибо фонду, который так высоко оценил нашу деятельность. Спасибо большое. Межгосударственная премия «Звезды Содружества» в области культуры и искусства за 2011 год присуждена поэту и общественному деятелю Размику Никогосовичу Даваяну, Республика Армения. Поэтический дар Размика Даваяна – это уникальное явление. После выхода первых же книг его имя стало известно читателям не только Армении, но и других стран. Более 40 поэтических и прозаических книг, а также подборки стихов в разных престижных антологиях и периодических изданиях принесли ему славу и любовь самых изысканных поклонников поэзии. Многие произведения Даваяна вошли в вузовские и школьные учебники. По его творчеству пишутся диссертации. Имя Даваяна включено во французский большой энциклопедический словарь Ларуса. Размик Никогосович удостоен многих премий и наград. За выдающийся вклад в развитие литературного наследия Содружества независимых государств премия вручается Размику Никогосовичу Даваяну. Дамы и господа, получая эту высокую награду из рук председателя Государственной Думы Российской Федерации, конечно, я волнуюсь. И хочется направить некоторые ценные слова в адрес, по адресам очень важным. Но прежде всего я хочу поздравить народы России с недавним выбором президента могучей, мощной страны России. Вот эти поздравления идут от души, потому что я считаю, что это очень важное событие.
Но слова благодарности я хотел бы направить тем поэтам прекрасным, которые переводили мои стихи, сделали доступными русскому и русскоязычному читателю. Они блестящие поэты современности. Это Роберт Рождественский, Владимир Соколов и очень многие другие. Мы с ними жили, и нет сейчас физически их с нами, но я надеюсь, что их жены услышат мои слова. Спасибо учредителям этой премии. Но я сказал, что мощное государство, великое государство Россия является инициатором возрождения большой семьи. Но эта задача, это очень такая весомая задача под силу только России. И спасибо России, что возродил эту идею большой семьи. Спасибо вам всем. Также лауреатами 2011 года стали Казбасов Сеид Аскарович, Республика Казахстан, за достижения в области науки и образования, Ермоленко Анатолий Иванович, художественный руководитель ансамбля Сибры, Республика Беларусь, актер и режиссер Махмадов Мухаммад Али, Республика Таджикистан, Джунусов Ибрагим Каджаназарович, министр культуры и туризма Кыргызской Республики.